Завтра ж может не быть, понимаете, в чем красота? А тебе нравится больше руководить или быть в потоке? Шляпа, котика, это же инструмент, это образ. Привет! Я вас рад видеть, Марта. Мои самые прекрасные, самые элегантные, самые удивительные и чудесные. Ефим Васильевич, за честь. Спасибо вам огромное за поздравления, за то, что вы нашли время в первые дни марта выйти с нами на открытый урок-лекцию. С нами это с девочками. Вы прекрасно выглядите, вы такой весенний. Между двумя праздниками, Московским днем. Всем большое спасибо. Я готов к процессу. Мастер Элис Бороздина, амбассадор проекта High Studio 2021U Варта, Украина, студентка факультета «Объективная наука». Вопрос формата «Объективный бизнес» или «Бизнес 4D». Мастер, скажите, как одновременно находиться в потоке и включать мышление? Это неимоверно сложно, и можете рассказать, как у вас это получается? Спасибо. Можно вас спросить? Конечно. Наташа, ты 15 лет, я тебя знаю, ты давно находишься в потоковых состояниях, можешь отдельно думать, ты юрист очень хороший, Спасибо. Ты умничка. Скажи, пожалуйста, у тебя лично получается совмещать мышление и потоковые состояния, которым ты сейчас обучаешься в Shopshy Technology Club? Вот лично у тебя. И на каком уровне у тебя это получается? Мастер, я этому сейчас обучаюсь как раз на факультете «Объективная наука» и в формате High Studio. Дело в том, что это получается в короткий период, и мне бы хотелось время нахождения в потоке мышления все-таки удлинить. Время рационально думать, да, и время иррационально присутствовать. Потому что в потоковых состояниях существует первое – это присутствие. Без присутствия не бывает действия, без действия не бывает мышления. Поняли? Вот это ключ. Но вопрос в том, что когда ты попадаешь в поток, останавливается вот эта штука. Поэтому, когда ты юрист, ты рационально, но у тебя нет масти. Когда ты в масти, у тебя не работает мышление. Так? Маэстро срубили. Я понимаю так. Должны быть навыки. Без навыков, Наташенька, этого не выхватить. Это невозможно теоретически выхватить, потому что у тебя опыт глубины настоящего момента, я считаю, один из лучших на Украине. Ты одна из самых лучших учениц, та, которая понимает, что такое медитация, да, та, которая понимает, что такое потоки. Ты прошла такие тренинги, которые являются легендами. Да, но видишь, как сложно, котика, да? То есть присутствовать в потоке – это одно. Ты празднуешь, ты веселишься, тебе хорошо. А когда нужно думать, что происходит, Наташа? Мастер, когда нужно думать, поток уходит, включается ум рациональный. О! То есть получается, что есть два состояния, да? Левое полушарие, правое полушарие. Левое полушарие отвечает за мышление, правое за потоковые состояния. И только через определенные наработки
лайфхаки и компетенции, можно научить их включать одновременно. Ок? О, спасибо, Ефим. Маэстро. Ефим Моисеевич, браво. Ефим Моисеевич, спасибо. Юлия Чернецкий, амбассадор Амагрейс 2021 New Израиль, студентка факультета «Объективный бизнес» Shopshy Technology Club. Вопрос из формата «Объективный бизнес» или «Бизнес 4D». Ефим Моисеевич, я недавно попробовала быть руководителем команды при двухпотоковом состоянии. И скажу вам честно, это, конечно, очень интересно, но в то же время очень-очень сложно. Скажите, пожалуйста, как удерживать внимание одновременно в двух разных потоках? Можно вопрос? Ефим Моисеевич, конечно. Юля, а тебе нравится больше руководить или быть в потоке? Ефим Моисеевич, срубили. Ефим Моисеевич, ну так как я нахожусь в женском теле, то по моей природе, конечно, мне больше нравится быть в потоке, это естественно. Но так как я нахожусь на факультете объективного бизнеса Shopshy Technology Club, то я учусь кайфовать от того, чтобы руководить. О! Значит, ты вот сейчас, Юлечка, обозначила реальную ситуацию, зайка. Здесь нужны навыки, понимаешь? Ты должна научить свой разум включать то, что тебе надо. И у тебя получится это. Понимаешь, это как инструмент. Если ты его не используешь, то бессмысленно. Это вот у тебя есть сверлильный станок или фрезерный станок, или, неважно, помада, да? Помада же это инструмент. Маэстро, я люблю вас. Ну, хорошо. Шляпа, котика, это же инструмент, это образ. Как ты представляешь себя миру? Что ты даешь миру? Какую красоту, какую любовь? Осознай. Ты даешь любовь, свет или ты разрушаешь мир? Класс. О, маэстро, Моисеевич, браво. браво. Поэтому Маэстро, это дело совести каждого из нас. Но если отвечать на этот вопрос, понимаешь, потоковое состояние дает кайф, а Ещё мышление дает бабки. Катерина Македонская, амбассадор проекта High Studio 2021 Ниварта, Украина, студентка факультета объективного искусства Shopshy Technology Club. Маэстро, мой вопрос по формату «Объективная наука» или «Наука 4D». Существует ли математическая формула идеального мужчины? Я вам расскажу один анекдот. Один прекрасный старик уходил, душа его уходила, он покидал тело. Вокруг собрались уважаемые люди, потому что этот старик был хорошим, добрым, хорошим, таким приятным человеком, но у него не было семьи, не было жены, не было детей. Его друг, самый лучший, говорит: слушай, ну вот я всю жизнь тебя наблюдаю, вот скажи честно, почему у тебя нет девчонки? Почему ты не встретил ту, ради которой ты вот родился, как ты же мне и говорил? И старик такой говорит: ты знаешь, ты хороший вопрос мне задал перед отходом. Я искал идеальную женщину. Но, тот говорит: ну и что? Ты нашел? Он говорит: ты знаешь, к сожалению, я нашел. И что? Понимаешь, проблема была в том, что она искала идеального мужчину. Ефим Моисеевич, вопрос из формата «Объективная наука» или «Наука 4D». Скажите, пожалуйста, какие химические реакции происходят в мужчине, когда он испытывает реальный амагрейс? У меня есть опыт прямой, да, как я испытывал или как испытывали мои друзья, ученики. Во-первых, человек попадает в состояние, которое он всегда о нем мечтал. Это состояние любви, счастья. В этот момент мозги отключаются полностью. То есть он попадает в глубокий релакс и попадает на самую глубину своего сердца. Конечно, химия меняется, но по внешнему
человек начинает, как бы, как вам сказать, вдруг осознавать, что он счастлив. Вот как в момент любви. И это зависит от него, от его медитации, от его состояния души. Спасибо большое, Ефим Алексеевич. Мастер, вопрос в формате, в моем любимом формате «Объективная наука». Мастер, как мы изучаем на факультете объективной науки, основная задача бизнеса HiStudio – это помочь клиенту войти в точку ноль. Как я понимаю, это и есть медитация. И отсюда, мастер, у меня вопрос. Может ли оргазм быть медитацией? Наташа, это в самую точку, потому что если мы берем, понимаешь, что если мы берем древние системы типа тантры, да, суфийские системы или дзенские, они вообще шли от обратного. Это вопрос шикардосный, очень хороший вопрос, спасибо. Точка ноль в системе координат была создана величайшим легендарным суфием Аль-Джабри, который мы с тобой изучали, и он ввел, всем известно, что алгебра — это наука, которую дали арабы, но мало кто знает, что это наука, которую дали суфии. То есть, Точно. а суфии — это сердце арабского мира. Вот тантра индийская, да, классическая, рассматривает медитацию как оргазм, представляешь? Класс. Рубили, маэстро, браво. Мастер, спасибо. И ты это знаешь не понаслышке, Алиса Элис. Вопрос по формату объективное искусство или искусство 4D? Готов служить объективному искусству. Маэстро, примером женской красоты и глубины в объективном искусстве является Мона Лиза Леонардо да Винчи. Вы мне часто об этом рассказывали. Кто является примером в объективном искусстве с точки зрения мужской красоты? Есть какие-то каноны, маэстро? Ну, конечно, есть, Котька, ну, конечно, есть, но мы не сможем это разбирать. Значит, существуют, конечно же, принципы объективного искусства, мы об этом говорили. Но, конечно же, существуют математические принципы, которые вывели Леонардо да Винчи, понимаете? Ну, что значит каноны мужчин? Если вы говорите, что является как бы противоположностью Мона Лизы, ну, я бы назвал статуя Аполлона в Дельфах. О, маэстро, браво, класс. Еще несколько элементов, которые относятся к тому, что называется «Семь чудес света». Они делались реально людьми сознания, очень древними школами, которые знали, что они делали. Маэстро, благодарю вас. Мне очень понравился формат, когда мы открыто обсуждаем, открыто смеемся, понимаете, думаем не забубенной головой, а озадаченные деньгами или озадаченные искусством, понимаете, или духовностью. Вы же понимаете, это для меня смешно. Мне нравится, если честно, что вы живете, вот правда, что вы находитесь в любви. Да, прекращайте. Я рад, что вы счастливы, это правда, потому что когда вы счастливы, у меня на душе лично появляется чувство удовлетворенности. Я всю жизнь живу только так. Мне так нравится, понимаете? Маэстро, благодарим вас за Ефим Алексеевич, сегодняшнюю лекцию. Я вас люблю.